Друзья, всем привет! Мимо страшного пожара в соборе Парижской Богоматери пройти не смог никто. Министерство культуры Российской Федерации даже предложило организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам, хотя французы к сегодняшнему утру сами уже собрали миллиард евро. Откликнулись крупные компании, откликнулись частные лица, в общем, миллиард евро, все, представляете, их собрали. Зацепил пожар в Париже и Владимира Владимировича Путина. Он послал телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону, пообещав, что если надо, отправить в Париж лучших российских реставраторов. И на этом месте я снимаю маску Владимира Владимировича Путина. И давайте опять вспомним, как поступают с историческими зданиями у нас в России. Когда я прочитал эту новость, я отнесся к ней скептически. Отправить во Францию лучших российских реставраторов. Еще раз посмотрим, что происходит у нас в России. Посмотрим на это. Посмотрим на это. Посмотрим на это. Посмотрим на мою подборку евроремонт года, которую я делал в декабре. Кого вы собрались отправить во Францию? И здесь дело не в том, что у нас нет хороших реставраторов. Они у нас есть. Еще раз, Россия богата на таланты. У нас есть крутые архитекторы, есть реставраторы, есть художники, есть настоящие мастера своего дела. Проблема в том, что у нас нет заказчика. Хорошего заказчика, который знал бы свое место. А его место — это собрать команду специалистов и не вмешиваться в те вопросы, в которых ты ничего не понимаешь. Я вам приведу пример, и вы поймете, почему это так важно. Когда человек болеет, он старается найти, ну если не считаем сумасшедших, которые лечатся там молитвой, гомеопатией и какими-то народными средствами, нормальный человек идет к хорошему доктору и полностью полагается на его мастерство. Когда над пациентом хирург со скальпелем, он не учит хирурга, что и как нужно делать. Но когда речь заходит о спасении здания или о строительстве нового здания, каждый заказчик у нас вмешивается в процесс и желает оставить свой след в истории. Именно поэтому, друзья, я всегда говорю, что ищите причину в заказчике. А поскольку в городах часто заказчиком выступают чиновники, а поскольку многие наши чиновники это необразованные, немножечко, да, такие вот недалекие люди, не будем их оскорблять. У нас сейчас есть закон, что мы не можем оскорблять чиновников. Как мне вести канал? Я даже думал закрыть его. И нет заказчика, и в итоге мы видим то, что мы видим, да, когда исторические здания сносятся, когда на их месте растут не пойми что, когда после реставрации ты не понимаешь, это они серьезно, вот это вот было, стало, это вот они серьезно. Поэтому сегодня я бы хотел с вами просто немножечко пофантазировать. Кого бы мы могли отправить во Францию? Итак, например, Нотр-Дам-де-Пари мог бы восстанавливать Сбербанк. А почему нет? Почему нет? Кстати, благодарность, там мог бы разместиться их офис. Ну как, почему нет? Почему нет? Что такого? В конце концов, давайте так, здание должно приносить прибыль. Вот что сейчас толку никакого стоит эта каменная махина, да? Ну, ходят какие-то туристики, там сувениры какие-то покупают, и что? А могли бы люди работать. Тем более, что в центре Парижа не хватает офисных площадей. А эти урбанисты нам что говорят? Нужно, чтобы застройка была смешанной, жилье, офисы, культуры и так далее. Офисных площадей не хватает. Надо создавать рабочие места. Со Сбербанком, может быть, было слишком смело, но у нас еще есть РЖД. У нас есть с вами специалисты из российских железных дорог. За последнее время они привели в порядок десятки станций. Да? У них накоплен огромный опыт по сносу. Ой, подождите, не совсем. Не только по сносу, но и по реставрации, по приведению в порядок исторических зданий, исторических станций, многие из которых, кстати, являются памятниками архитектуры. Я хотел бы напомнить, да, что особенно дореволюционные вокзалы, многие вокзалы, они строились так, что это было часто самое красивое здание в городе. И, как мы знаем, не всегда эти красивые здания доживают до наших дней. Вот что с ними происходит. Ну, мы представим, что специалисты РЖД приезжают в Париж и приводят в соответствии с брендбуком. Да, простенько, зато по брендбуку. Не могу не вспомнить про своих друзей из РПЦ. РПЦ, как мы знаем, тоже имеет богатый опыт работы с историческим наследием, в том числе средневековым. Мне, кстати, кажется, Владимир Владимирович Путин что-то вот как раз в своем обещании
про это говорил. Как мы знаем, у нас уже все в порядке с храмами, да. Они, конечно, многие разрушаются, но какое дело нам до старых разрушающихся храмов, с ними все понятно, надо быстрее новые, надо столбить места. Сейчас надо везде понатыкать храмов, а со старыми как-нибудь потом разберемся. И я много вам рассказывал о том, как у нас разбираются с храмами. Опыт работы с профилированным листом, как мы видим, огромный. Это до РПЦ этим профилированным листом облицовывали только контейнерные площадки для мусора. А теперь можно и храм сделать. И панорама французской столицы приобретет незабываемый шарм. А кто против куполов? Да, вы, может быть, против веры. А я напоминаю, да, что у нас есть закон об оскорблении чувств верующих. Так что на месте французов, которые сейчас видят эту картинку и начинают возмущаться, осторожней, друзья. А вообще не нужно забывать, что в центре Парижа земля очень дорогая, да, собор сгорел, ну серьезно, сгорел, чего там восстанавливать, какие-то камни, какие-то остались обломки, вызываем комиссию, давайте для начала реставраторы, пусть они там подождут, вы из Москвы лучше выпишите комиссию, комиссия вам напишет нужное заключение, что восстановлению не подлежит, что конструкцию утратили прочность, есть опасность обрушения. Нужно скорее это все снести. Только вот на этом моменте народ начнет у вас возмущаться, начнет бухтеть и говорит: снести, кошмар. Значит, вы их успокойте, скажите: друзья, мы сейчас снесем исключительно ради вашей безопасности. Во время пожара, к сожалению, пострадали несущие конструкции, утратили прочность, есть опасность обрушения, и спасти уже никак. Спасти никак пытались, но никак. Все, больной мертв. Но не переживайте, мы сейчас все снесем и построим даже лучше. Будет еще лучше, друзья. Один в один обещаем. Будет один в один, как было. Еще сделаем подземную парковку, мойку, там еще что-то. Будет все хорошо. После этого аккуратненько все сносим и строим классную многоэтажечку. И не надо переживать. Этажность какая нужна. Все. Красиво. А вы подумайте, сколько квартир можно брать, сколько квадратных метров появится на рынке недвижимости. В конце концов, да, чем не новая достопримечательность Парижа? А назвать можно как-нибудь тоже красиво. Как вы знаете, у нас наши строители имеют хороший опыт в нейминге. Например, назовем ЖК Квазимода. Звучит, и я уже вижу билборды по Парижу. Покупайте квартиры в самом сердце Парижа. Я думаю, мы эти квартиры, честно, даже можно в Париже билборды не размещать. Разместим их на окраинах Питера и продадим их петербуржцам. Заодно немножечко расселим Мурина, Парнас, Кудрово и другие эти будущие питерские гетто. По-моему, классная идея. Дарю. Ну а если у французов будет совсем плохо с деньгами, и на нормальных ребят из Сбербанка, с РЖД, с РПЦ у них денег не найдется, я бы отправил туда мэра какого-нибудь нашего провинциального российского города. Вот опыт работы, вот у него опыт работы с историческим наследием и вправду огромный. Да? Вот сколько этого наследия вот этими руками было перелопачено. На площади, во-первых, сделаем нормальную удобную парковочку, да? Добавим красоты. Ну и самое главное. В центре Парижа наконец-таки появится нормальное место, где можно будет купить багет. Ля пятерочка. Помните, друзья, здание должно быть экономичным в эксплуатации. Французы же, они же не думают, да, что там и как. Они понастроят, а потом попробуют это эксплуатировать, это тащи. Все, лишнее откинем, нужное приклеим, и будет хорошо. Так и быть, если француз будет себя хорошо вести, откроем ему еще филиал красного и белого. Извините за мой французский. Откроем Rouge et Blanc. Зачем я попросил дизайнера все это нарисовать? Очень просто. Чтобы еще раз продемонстрировать, во что сегодня превращаются наши города. Во что сегодня превращается наше историческое наследие. Придумать все эти картинки было очень легко, потому что вы видите это каждый день, в каком бы городе вы ни жили. Вся страна от Калининграда до Петропавловска-Камчатского переживает сегодня архитектурный погром. Помощь французам — это, конечно, очень хорошо и благородно. Но через 10 лет французы отстроят свой собор, и он будет радовать, учить, вдохновлять их детей, внуков и правнуков. С ним все будет хорошо, я уверен. А у нас через 10 лет от исторической застройки останутся в лучшем случае редкие сталинки, потому что все остальное сожгут, снесут или отремонтируют в стиле привокзальное Беляшное. Весь остальной город будет представлять собой россыпи жилых 25-этажек
пластиковых торгово-развлекательных центров, офисов Сбербанка, Почты России, дворцов пенсионного фонда. И все это под цветным террором магнитов, пятерочек и красного и белого. Спасать нужно не Париж, а Вологду, Уфу, Владивосток и другие города России. На этом все, друзья. Распространите это видео. Пусть французы видят, что мы готовы поделиться своим опытом работы с историческим наследием. Всем пока!